Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Очарование дикой природы. Так я скажу о коллекции Elise Saab весна-лето 2025. Свой новый модный шедевр основатель и ведущий дизайнер одноименного бренда представил на неделе моды в Париже. Презентацию устроили в Токийском дворце, одном из самых современных музеев во французской столице. И знаете, друзья, когда впервые видишь эту коллекцию, начинает казаться, что мы на пороге чего-то дикого и безграничного, но при этом удивительно красивого, элегантного и немного гламурного. Известные своими вечерними платьями для ковровых дорожек и свадебными нарядами для знаменитостей, сегодня Elise Saab вдруг уходит от помпезности и делает поворот в сторону постколониальной эстетики. Как утверждает модельер, создавая образы для новой линейки, он вдохновлялся знойным африканским воздухом и солнечными днями саванны под бесконечным синим небом. И действительно, идея свободы, приключений и гармонии с природой буквально витала в воздухе весь показ. Следуя заданному вектору, дизайнер представляет свою трактовку стиля сафари, без ностальгии о прошлом, в современной подаче. Казалось бы, сафари-шик уже давно заполонил модный ландшафт и с лихвой освоен многими брендами, но Saab все же сумел предложить что-то особенное. Всем знакомые льняные костюмы, креповые комбинезоны, юбки, топы, рубашки вдруг получили декоративные элементы в виде заметной пряжки на поясе, крупных пуговиц ювелирной работы, изящной вышивки гладью. Также вещи, и в том числе вязаные комплекты, представлены в оттенках далеких от ожидаемых нейтральных хаки. Палитра коллекции, навеянная со слов автора обширными и многоскранными красками Африки, теперь наполнена глубоким красным тоном цветущей лилии, темно-зеленым буйством тропических растений, насыщенной охрой южного пейзажа саванны, сбалансирована оттенками слоновьего серого, оживленного пылью ветров Харматана. По мере развития модного действа, друзья, вы увидите на подиуме наряды, в основе которых прочное и гибкое натуральное волокно рафия. Помимо повседневно плетеных нарядов, мини-платья, топа, юбки с низкой посадкой, а также сумок, дизайнер создает идеальный союз летящие прозрачные арканцы и более приземленной рафии. Очаровательные макси он украшает вышивкой, повторяющей форму листьев папоротника. Не упустил модельер и возможность поэкспериментировать с принтом. Мегапопулярный хищный узор Elise Saab предложил совершенно в новом прочтении. Леопардовый рисунок по ткани выполнен в минимальном масштабе. Теперь дерзкий животный окрас из агрессивного рыка превратился в кошачье мурлыканье. Не менее интересны художественные принты с изображением природных уголков Африки. Во всех этих нарядах получилось сохранить гармоничный баланс между фирменной изысканностью бренда Elise Saab и знойной экспрессией африканской саванны. Что касается финального блока образов для особых моментов, здесь, конечно же, проявились все мастерство и талант кутюрье в создании роскошных нарядов. Да, многие отметили, что этой части коллекции было отведено гораздо больше места, чем принято обычно, и количество вечерних луков можно было бы сократить, но только не в случае с Elise Saab. Судя по восторженной реакции зрителей первого ряда, гламурные платья будут пользоваться немалым спросом, как только поступят в продажу. Ведь в нынешнем гардеробе все создано, чтобы притягивать взгляд волнующей красотой, дарить нам ощущение волшебства и настоящей магии высокой моды. Среди самых заметных отмечу шифоновые наряды, поражающие сложностью исполнения, с вышивкой в виде изумрудных пальмовых ветвей, сверкающие пайетками и пышной россыпью цветущих бутонов, а еще романтические макси золотисто-желтого тона и кружевные платья в природной гамме оттенков. Elise Saab – один из тех брендов, чей показ я всегда жду с нетерпением, потому что основатель и ведущий дизайнер модного дома, как истинный мужчина, любит и восхищается женщинами. Он не устает удивлять нарядами, способными вдохнуть волшебную красоту в нашу обыденную жизнь. За кулисами шоу на вопрос, о чем думал дизайнер, создавая коллекцию, Elise Saab ответил просто: «Я думал о красивой женщине». В роли музы сегодня он выбрал Мэрил Стрип, актрису театра и кино, а точнее ее культовый образ в кинофильме «Из Африки», драматической истории страсти и приключений главной героини в Кении начала 20 века. Приятного просмотра, мои дорогие зрители! Огромнейшее спасибо за вашу поддержку, за теплые лайки, неравнодушные комментарии и подписку на мой канал. Красоты и совершенства, нескучного дня и позитивного, солнечного настроения!